Представители знака зодиака Скорпион. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз гороскоп зима 2023-2024 года, месяца декабрь, январь, февраль. Давайте узнаем, как изменится моя жизнь. Вот такой вопрос зададим. Что произойдет за эти месяцы? Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но вы люди интуитивные, я думаю, что какая-то подсказка, как альтернативный вариант развития событий для вас определенно будет. У нас сегодня две колоды. Колода добра, Колет Барнрид, и колода Таро Истока. Давайте мы сначала на колоде добра достанем три карты. Это будет как сигнификация, соответствие каждому месяцу. Конечно, может и не совпадать где-то в последовательности, или события вашей жизни как в водовороте в каком-то все соединится. И так тоже у каждого ведь своя какая-то история, правда? Да и обстановка, надо сказать, у каждого тоже своя. Хотим мы того или нет, но она оказывает на нас на всех влияние. Ну, давайте, идем вперед. Итак, декабрь 2023 года. Как изменится ваша жизнь? Январь 2024, как изменится ваша жизнь? И февраль, как изменится ваша жизнь, мои дорогие скорпионы? Немножко раскроем, пусть нам пояснят карты. И первое мы достанем дела, работа, бизнес, любые дела, даже если не работаете, все равно же, чем-то вы занимаетесь, что-то же вы делаете, планируете. Вот это мы узнаем. Итак, вот для вас дела, работа, бизнес. Денежную энергию давайте узнаем, посмотрим. Что в личной жизни? Достанем одну карту, после посмотрим по нескольким позициям, каковы неожиданные события и каковы приятные события, что нас будет радовать, что нам будет помогать. Подведем итог, достанем. Давайте перемешаю карту совет. Попытаемся объединить все то, что выпало до этого. Вот так. Ну, смотрим. Декабрь. Шестерка воды. Карта воспоминаний. Карта прошлого. Может быть, прошлых отношений. Может быть, люди, которые из прошлого к нам возвращаются, правда? На оси финансы, отношения будут у нас до конца года находиться энергии. Почему? Потому что в знаке Телец, в ретро-движении, у нас две планеты, Юпитер и Уран. Как раз нас словно как дежавю возвращает какая-то ситуация к прошлому. Может быть, и люди о себе напоминают. Это может быть человек, которого вы давно не слышали, не видели, вдруг он появляется снова в вашей жизни. Может быть, какие-то вопросы, которые вы не решили в прежний период здесь, как будто вы должны что-то расставить по местам. Или вам самим, мои дорогие скорпионы, вдруг вспомнится о чем-то, и вам захочется, может быть, вернуться к прежним отношениям. Или обстоятельства так сложатся, что как будто мне бы очень хотелось повторить какую-то историю или какой-то опыт больше со знаком плюс вами может быть как будто повторен. Но, безусловно, по шестерке воды есть у нас, знаете, какая-то ностальгия, может быть, воспоминания. Вот в декабре, может быть, вы будете кого-то поздравлять, или вас, мои дорогие скорпионы, тоже кто-то может вспомнить, поздравить. И, возможно, вы успели забыть даже о каком-то человеке или, кстати, о каком-то деле, в котором вы с тем или иным персонажем, может быть, что-то обустраивали, что-либо делали, что-либо планировали. Какая-то история из прошлого в целом в декабре может о себе напомнить. Ну и, конечно, тут может быть как и дела, работа, бизнес, вы можете что-то завершать, подводить итоги, но так это больше касается и отношений тоже. Давайте мы посмотрим, что у нас на январь. Семерка земли. Вообще неспешный январь сам по себе, какой-то распланированный. Может быть, деньги к нам приходят в январе, например, которые где-то задерживались в декабре. Или, может быть, и по-другому, когда задержка с деньгами может произойти в январе 2024 года. Все-таки это у нас как семерка пентаклей. Или это те события, которых мы не можем как будто изменить, отменить. Что-то становится на паузу. Есть вот в этой карте. Но вообще это карта прогресса
и карта того, что у нас при относительно спокойном каком-то течении жизни мы должны принять важное решение. В этой колоде карт мы можем ощущать себя словно стоя на перекрестке. Может быть, какой-то вывод нужно сделать, отработать новую стратегию какую-то. И по этой карте нам даже говорят где-то «смени шаблон». Или есть такая фраза, может быть, не очень красивая, «сменить пластинку». И вот буквально это значение прописано в этой колоде Колет Барон Рид. Значит, что-то сделать совершенно иначе. Может быть, какие-то выводы мы делаем. Или, я бы сказала, с возвратом в вашу жизнь каких-то событий или людей вы будете что-либо пересматривать. Но это все нет какой-то синкопы. Что на декабрь, что на январь нам говорят о размеренном ритме жизни. И это само по себе прекрасно. И, кстати, деньги будут. Это тоже хорошо. Февраль. Ну, где-то нам говорят двойка земли, правда, взаимодействие. Это мы, когда легки на подъем, это когда новое вдохновение приходит. Для кого-то из вас буквально какой-то ваш проект настолько вас захватит, заинтересует, что вы словно, это может касаться работы или вида деятельности, когда мы не бросаем прежнее что-то, то, что уже отработано, и пробуем себя в каком-то новом деле. У кого-то, увы, может проиграться и в отношениях, когда какая-то история возвращается или нас как будто возвращает в прошлое, все-таки двойственность, дуальность есть, и может проиграться в отношениях, когда вы, допустим, на сегодняшний день с одним партнером, но по шестерке воды вам напомнит о себе тот человек, которого вы, может быть, любили, или когда-то давно он был вам дорог. Кто знает, может быть, как раз в феврале по двойке земли вы словно между двух огней будете находиться. Ну, я надеюсь, это не для всех проиграется, но для кого-то это будет актуально. Или работа на двух работах, или вот эта дуальность по отношениям. Как будто, может быть, и нужно делать выбор какой-то или вывод. Но сказать, что вы его сделаете по этой карте, нет. Вам, скорее всего, не захочется что-то терять. Вы готовы будете, ну, знаете, может быть, отчасти и сидеть на двух стульях одновременно, пытаться где-то успеть, а для кого-то из вас ситуация конкретно по работе все-таки у нас двойка земли или это пентакли, дела, работа, бизнес, деньги. Может быть, это, знаете, как доходы из двух источников. Или когда обстановка требует того, что мне придется где-то со всеми договариваться, где-то лавировать, быть гибче. В принципе, гибкость какая-то на февраль, она уже предусмотрена. По этой карте можно, знаете, если вы занимаетесь собственным творчеством или вы занимаетесь своим ремеслом, бизнесом, здесь вы можете сменить партнеров или словно так вот проанализировать ваше окружение, кому я могу больше доверять, на кого я могу положиться, потому что либо расширение какого-то захочется, либо какие-то возможности могут прийти. И по этой карте идет работа в команде, может быть, новая какая-то команда. Это мы, знаете, удерживаем где-то по этой карте баланс между тем, что мы хотим осуществить, и какой-то реальностью. Между, может быть, людьми, которые, ну, в целом для нас составляют окружение, и теми людьми, кому мы можем точно доверять. И еще по этой карте идет баланс между работой и отдыхом. О себе не забыть, мои дорогие скорпионы. Вообще зима, судя по всем трем картам, достаточно продуктивный и одновременно спокойный период жизни для вас. Дела, работа, бизнес, давайте посмотрим. Ну, правда, вы остаетесь довольны. Туз чаш. Здесь эмоции. Шестерка воды. Вообще, может, знаете, как мы на работе встречаем человека, которого давно не видели. В каком плане? Может быть, в вашу организацию, где вы трудитесь, придет человек, которого вы много лет знали. И для вас это будет неожиданность. Может быть, решая какие-то вопросы тоже по делам или отправляясь в инстанции разного рода, мы тоже можем, с одной стороны, как встретить человека, которого знали много лет, и здесь где-то мы можем приятно удивиться, что наше прежнее знакомство, ну, может каким-то образом быть полезно. Но это, наверное, не для всех далеко, а для всех, мои дорогие, по делам, бизнесу, по вашему творчеству, по вашему хобби. Все, что вы, мои дорогие скорпионы, задумали, туз чаш.
более чем остаетесь довольны. Это уже сама по себе карта радости, счастья, когда мы осуществляем то, что мы хотим. И когда у нас, знаете, в целом вся наша жизнь сбалансирована по всем, наверное, сферам жизни. Есть повод для радости, для счастья. Да вообще есть повод быть оптимистом. Давайте посмотрим, что же денежная энергия, король мечей. Но надо сказать, король мечей наиболее удачлив. Дела, работа, бизнес и деньги. Вот в этих вопросах нам позиция на деньги выпадает. Быть честным самим собой. И вообще к вопросам денежным, финансовым, любым. Может быть, это у кого-то с имуществом будет связано, у кого-то из вас еще какие-либо планы. Или это просто получение денег, получение дохода. Рационализм, логика. Если мы вот так хладнокровно видим по ситуации какой-то вопрос, нам не составит труда его решить. И деньги как будто будут. Обратите внимание, чистая белая карта. Как будто не должно быть какой-то двойственности, каких-то, качелеобразных ситуаций. Тут, скорее всего, выходить из этого нужно. Какая-то реальность, вот ей надо отдавать предпочтение. Понятно, что мы себе не замыливаем глаза и розовые очки не одеваем. Но нам вот эти холодные энергии и честность с самим собой помогает как и заработать деньги, так и на будущее какой-то себе прогресс заложить. Потому что, повторюсь, король мечей – это действительно удачное решение многих финансовых вопросов. И в том числе, если мы какие-то документы, допустим, по имуществу, к примеру, да, или по жилью, в конечном итоге все равно финансовый эквивалент, мы оформляем, тут у нас все получится. Получится как бы согласовать. Если вы хотите, допустим, или были вопросы с банком, у кого-то, предположим, закрыть кредит или наоборот, получить кредит на ипотеку, у каждого своя ситуация, так вы тоже решите. Прекрасно. Личная жизнь, десятка чаш, мои дорогие. Но здесь может быть все, что угодно, правда. Я не буду раскрывать эту карту, как в предыдущих знаках зодиака делала. Я рассматривала на позицию для тех, кто в паре или люди семейные, для тех, кто в сложных отношениях и отдельно для тех, кто один или одна. Десятка чаш перекрывает вот эти все варианты, да, по нашему статусу. Да еще тем более шестерка воды вам выпадает. Поэтому, если вы один или одна, мои дорогие скорпионы, есть возможность не быть, где-то закончить это одиночество. Если были отношения, когда вы не поняли друг друга, может быть, поругались, не смогли друг друга услышать, договориться, или, знаете, как в принципах не сошлись, бывает и такое. Значит, есть возможность вынести что-то на поверхность и просто проговорить. Потому что, когда мы сидим и додумываем что-то, вот мы такого надодумываемся, что, где-то больше будет с позиции ненужной философии. Это будет искаженная реальность. Проще действительно обсудить что-то, проговорить, может быть, на чистоту поговорить с партнером или задать тот вопрос, который вас мучает, а не анализировать его бесконечно. И понятно для тех, кто в паре, тут тоже будет все прекрасно. Какие-то новые планы, десятка чаш. Это, знаете, верх какого-то, может быть, верх радости, где-то и блаженства, где-то исполнение нашей мечты, наших желаний, взаимопонимания. В целом благополучие, безусловно. И у кого-то вопросы, может быть, и с жильем, опять же, да, вот то место, где вы проживаете, куда вы приходите отдыхать. Может все вместе быть, но нам это дает ощущение счастья. Для нас эти любые вопросы, вот как раз в течение зимы есть возможность решить именно так, мои дорогие скорпионы, как вы этого хотите, словно пространство вам будет помогать. Поэтому для всех скорпионов главное правильно для самого себя сориентироваться, что же я хочу сделать. В неожиданностях шикарно, карта сила. У вас очень сильная позиция, будь то на дела, будь то на деньги, будь то на работу, бизнес, на новые начинания, на какое-то творчество, на то, чтобы, может быть, примириться или примирить непримиримое. Ведь у кого-то, может быть, есть тот вопрос, который по шестерке воды ведь может означать конкретное дело, касаемое документов, которое стоит на паузе долгий период времени, и, скорее всего, я могу на 90% вам сказать, что вы за зиму его
решите. И, может быть, даже вы сомневаться уже начали, потому что какой-то тяни толкай. То 2 шага вперед вы сделаете, то на 2 шага, а то и на 3 вас отбрасывает назад по какому-то делу или вопросу. А здесь это будет продвигаться. Итог определенно вы получаете. Но и карта говорит о ваших возможностях. Но их надо будет правильно применить. Мы не должны по этой карте, знаете, где-то ведь лев – это прообраз нашего эго. А эго – это не что иное, как наш импульс, который рвется просто наружу. Поэтому одно неосторожное слово или, знаете, так вот невзначай брошенная фраза кем-то может быть истолкована совсем не так, как вы это думали или как это значит для вас. Поэтому будьте внимательны к своим словам, к своим эмоциям. Их придется держать на коротком поводке. По карте сила, энергия, как у мага. Есть момент манипуляции. Значит, быть гибче, быстрее адаптироваться к какой-то ситуации и для себя, если поставить, что я хочу достичь. Вот для вас как будто пространство будет давать варианты, но часто эти варианты приходят к нам как-то криво или по-дурацки. Мы можем не придать этому значения или подумать, что это что-то несущественное, а это будут новые возможности. Вот тут надо быть аккуратным. Поэтому, наверное, энергия мага. Будьте гибче, чтобы использовать зимний период максимально и воплотить какое-то свое желание, или закончить какое-то дело, или определиться с отношениями, что-то улучшить в своей жизни, у вас будет не одна возможность. Приятности. 10 монет. Ну да, конечно, деньги будут. У вас 10 чаш и 10 монет. И планетарно, надо сказать, мои дорогие скорпионы, у вас очень продуктивный период в целом на 2024 год. И, видимо, вот начиная уже где-то с декабря, эти энергии, они вас словно захватывают. Но этот период до бесконечности ведь не будет длиться. Поэтому какая-то самая реализация по максимуму у вас должна пройти. И где-то начало, зима 2023-2024 года. Действительно, как изменится, мы спросили, моя жизнь. Она кардинально может измениться. Она на 180 градусов может измениться. Вы сами как будто должны тоже, себя изменить в чем-то, увидеть, может быть, объективные изменения в обществе или в событиях, которые вас окружают, в каких-то обстоятельствах, каким-то образом по карте сила применить это к себе. Опять же, повторюсь, вы люди интуитивные. Слушайте свою интуицию. У вас получить вообще то, к чему мы стремимся. Получить, опять же, качество жизни – это то, о чем мы мечтаем. Когда сделать мечту реальностью. В принципе, у вас выпадает, посмотрите, туз чаш, 10 чаш и 10 монет или 10 пентаклей. Это тоже где-то и про деньги, и про жилье, про материальный достаток, про материализацию вашей мечты. И это у нас в приятных событиях, что нам помогает. Для кого-то, конечно, решить вопросы с помощью денег или купить что-то значимое, как будто тоже будет возможность. В любом случае вы останетесь довольны. Я не одеваю розовых очков и не стремлюсь к тому, чтобы вы это делали, мои дорогие. И понимаю, что за зимний период это достаточно большой отрезок времени, в 3 месяца, и могут произойти какие-то события, когда мы говорим ложка дегтя. Она будет в бочке с медом. Но для вас, видимо, если что-то каким-то образом идет не так, может служить указкой или указанием, что этот вопрос нужно решать как-то вот альтернативно. Это первое. И второе, то, что все равно все ваши планы, если даже, каким-то образом вам приходится делать ту или иную коррекцию, вот как по карте сила, в целом ваши позиции будут только укрепляться. Вам как будто это будет во благо. Совет от карт. Жрица. Вот только про интуицию говорила. Вот все то, что я говорила, карта подтверждает. Вы как будто будете знать, что нужно делать, а чему словно поезд ушел и не стоит уделять внимания. По этой карте, обратите внимание, у нас жрица словно сидит на луне или на месяце, да, вот так. И она умеет соединить то, что реальное и иррациональное, то, что материальное и духовное. Вот для вас какой-то очень важный пункт в вашей жизни, который и называется, наверное, состояние то, чего я хочу достичь,
или моя мечта, да, или цель, намерение, назовите как угодно, и реальное воплощение в нашей жизни. Э, Действительно, у вас много возможностей будет за зимний период, поэтому где-то не ускоряемся. И еще, если мы говорим как карта совет, это карта независимости. Помимо интуиции, мудрости, да, каких-то тайных знаний, у кого-то может быть интерес к эзотерике, но я думаю, большинство скорпионов, ну, где-то все равно допускают всегда вот эти альтернативные варианты, потому что вы думаете немножко по-другому, чем все остальные знаки. Интуиция для вас очень много значит. А если вы еще в себе сомневаетесь, значит, вы себя не знаете как должно. И кто знает, для кого-то как раз проанализировав, может быть, какой-то период жизни, вы в зиму, в течение зимы приходите к выводу, что многие события, которые произошли, уже мною когда-то, где-то интуитивно были просчитаны. Большие возможности, мои дорогие скорпионы, и достаточно как и спокойный, так и радостный период. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.